В покере часто приходится принимать сложные решения. Некоторые удачные или неудачные моменты остаются в памяти на всю жизнь. Дорогие и важные блефы и хероколы как раз из этой категории покерных событий. Но что если от решения зависит выживание в турнире? Вы на канале Академии Покера, и сегодня рассмотрим раздачу из турнира серии Тритон Покер 2022 года. События разворачиваются в казино Merit Royal Diamond на Северном Кипре. Это финальный стол турбо-турнира с бай-ином $25 тысяч. В игре осталось 3 участника – чип-лидер Фаридин Мустафов, Патрик Антониус и Стив О'Двайер. Стоит отметить, что стек болгарина больше, чем общий запас фишек финна и ирландца вместе взятых. Это дает ему возможность агрессивно давить на соперников. И этой возможностью он, как мы дальше увидим, охотно пользуется. На префлопе Мустафов открывается на батоне с разномастными 10-8. О'Двайер не решается зайти в раздачу. А вот Антониус с одномастными валетом и двойкой калирует на большом блайнде. В банке на флопе 2 200 000 фишек. При том, что у Патрика остается меньше 6 миллионов. То есть уже на первой улице постфлопа СПР всего 2,5. Хочешь научиться играть в покер, но не знаешь, с чего начать? Записывайся на курс индивидуального обучения Академии Покера. И наши тренеры разработают для тебя полную карту твоих занятий. Неважно, какими знаниями ты обладаешь сейчас, мы сделаем из тебя крепкого регуляра средних лимитов. А чтобы твоя уверенность в конечном результате была так же высока, как аут на ривере, мы пропишем все условия в договоре. И наши тренеры будут обучать тебя до тех пор, пока ты не начнешь уверенно бить поле и зарабатывать покером. Все подробности в описании под видео. Вернемся к раздаче. Дилер выкладывает на стол 7-2-6 с возможным флеш-дро по крестовой масти. Теоретически это флоп коллера, то есть больше подходит Антониусу. Но это именно теоретически, а на практике в таких широких диапазонах преимущество не такое очевидное. Мустафов получает верхний гадшот с бэкдорным флеш-дро. У Патрика пара двоек и также бэкдор. Финн предсказуемо чекает. Болгарин ожидаемо ставит 700 000. Это чуть меньше трети банка. Рука Антониуса без проблем вписывается в кол по шансам банка. Рейс тоже мог бы быть неплохим решением, но не в таком СПР. Привязываться к банку с нижней парой смысла нет. Банк 3 600 000. На терне выходит дама. Она одновременно усиливает диапазон Мустафову и открывает Антониусу флеш-дро. Похоже, один из соперников неизбежно потеряет фишки. Патрик чекает. Фаридин ставит 1 400 000, чуть меньше 40% от пота. Вряд ли Финн думает о фолде. Очевидно, он выбирает между колом и рейзом. Но агрессивное действие с учетом эффективного стека вряд ли будет иметь фолд эквити против рук сильнее. Да, нижняя пара не самая топовая комбинация, но все же имеет шоу-даун value. Все верно, Патрик калирует. Выходит туз не в масть, ужасная карта для коллера. И болгарин, недолго думая, объявляет all-in. Очевидно, такое быстрое решение должно заставить оппонента охотнее поверить агрессору. Наглядный пример того, что профессионалы играют не руками, а диапазонами. Туз дает большое преимущество Мустафову. И даже отсутствие топовых блокеров не останавливает его от дорогого блефа с гадшотом. Итак, у Антониуса на руках пятая пара. Блокеры на естественные блефы соперника по терну, а также перспектива вылета. Отличный комплект. С точки зрения результата третье место не так уж плохо. Но Патрик явно был бы не против выйти в heads-up. В идеале в статусе чип-лидера. Фолд оставляет его с огрызком стека в 3,5 миллиона. В принципе, не критическая отметка при блайндах в 400 000. Но ситуация неприятная. Финн задумывается. Действительно непростое решение. Чтобы считать пару двоек блеф кетчем, ему нужно придумать достаточное количество блефов у Мустафова. Флеш-дроп от черви он блокирует. Зато есть крестовые комбинации. Кроме того, в 2 баррелях флопа и терна были гадшоты и стрит-дро. В то время как многие руки с тузом на терне хотели бы притормозить. И Антониус объявляет кол. Сумасшедший, поистине героический кол может показаться чистым безумием, но на таком уровне каждое решение имеет четкое обоснование. Мы не можем сказать, что именно позволило Патрику принять правильное решение.
Но при детальном разборе этот хирокол действительно хорош с точки зрения математики и комбинаторики. Вот почему тут важно заниматься обучением, улучшать свои навыки в стратегии и чтении оппонентов. Огромный опыт и глубокое понимание покерных механик позволили Патрику Антониусу не только выйти в чип-лидеры, но и в итоге выиграть турнир. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, что вы думаете про этот кол и можно ли было сыграть иначе в этой раздаче. На нашем канале есть и другие видео из серии невероятных раздач, но успешный блеф в 3 барреля от любителя против Гарреда Эдельштейна. Советуем посмотреть. И не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и на уведомления о новых выпусках. Пока!